Знаете таких людей, чья жизненная философия — меньше хлопот, крепче сон? Николай Федорович был именно таким. Прожив 62 года, он добился идеала. В доме безупречный порядок, на огороде грядки под линейку, каждый инструмент на своем крючке и никаких неожиданностей. Но жизнь обожает сюрпризы. В один прекрасный день его кошка Мурка решила преподнести ему 5 таких сюрпризов. Прямо в сарае, уютно устроившись в коробке от старого телевизора. Ну и напасть. Ворчал Николай, разглядывая писклявых малышей. Своих дел по горло, а тут еще эта Мурка пристально смотрела на него, словно напоминая: «Это же мои детки, хозяин». Наши детки, но Николай стоял на своем. Целых 2 недели он терпел. Слушал бесконечное мяуканье, тратился на корм, менял подстилку и все ждал, когда же это кончится. А потом сказал себе: «Все. Хватит», взял коробку, аккуратно, конечно, он не бессердечный, и понес к ближайшему магазину. Место людное, может, кто и пристроит. Котята симпатичные, полосатый, 2 рыжих, 2 черных. На коробке написал: «Котята в добрые руки». Поставил у входа и ушел. Не оглянулся, а Анна Николаевна, живущая по соседству, как раз шла за хлебом. Увидела Николая и все поняла. Потом стояла у магазина, гладила малышей, но забрать не решилась. Пенсия скромная, жилье маленькое, эх, Коля, Коля, тихо покачала головой. Где же твое сердце? Но не осудила. Только вздохнула, а через час пошел дождь. К вечеру коробка размокла, котята жалобно попискивали. Люди подходили, сочувствовали, но никто не решался взять. «Ой, бедняжки», — причитала продавщица Татьяна. «И что теперь с ними делать?» Перед самым закрытием коробку все-таки занесли внутрь, чтобы до утра хоть под крышей перекантовались, а Николай тем временем сидел дома, пил чай и думал: наверняка уже всех разобрали. Котята-то ладные. Повезло кому-то, но на душе было неспокойно. Словно что-то упустил. Чушь, буркнул он себе. Меньше забот, и чудесно, но Мурка весь вечер металась по дому, искала малышей, заглядывала в каждый угол и мяукала так тоскливо, что Николай не выдержал. Пошел к Анне Николаевне: «Нет ли у тебя валерьянки?» Нервы что-то расшалились, она молча протянула пузырек. Про коробку не сказала ни слова. Хотя очень хотелось. На следующее утро, суббота, приехал Артем, сын Николая. Как обычно, дорогая иномарка, костюм с иголочки. Раз в месяц, по расписанию. «Привет, батя», — сухо поздоровался он, ставя машину у калитки. «А, Тёмыч, заходи». Чайник уже на конфорке, но у сына было другое настроение. Он ходил по дому, оглядывая все с явной тревогой. «Батя, а где котята?» Николай поперхнулся. «Какие котята?» «Не прикидывайся», — нахмурился Артем. «Таня из магазина рассказала, что видела тебя с коробкой. Секреты в деревне долго не живут». «Пристроил», — проворчал Николай. «Что не так?» «Не так». Вспыхнул Артем. «Батя, ты что, просто выбросил их?» «Да не выбросил я, к магазину отнес». «В хорошие руки». «К магазину». «Ты серьезно?» Артем не сдержал раздражения. «А помнишь, как я просил щенка, когда маленький был? А ты что твердил? Это ответственность,
Марокко. Николай опешил. Не ожидал такого напора. Да ну, Тёма, ну что ты раздухарился? А теперь ты готов сплавить живое существо только потому, что хлопот много? Может, и меня хотел в коробке оставить когда-то. Сын хлопнул дверью и вышел во двор. Николай нервно курил на кухне. Давно бросил, но заначка осталась. Настроение было, хоть волком вой. Через пару часов отправился в сарай, решил отвлечься. Инструменты перебрать, порядок навести. Открыл дверь и остолбенел. Под верстаком на старой куртке копошились котята. А рядом Мурка, довольная, как будто так и надо. «Это как?» — выдавил Николай. «Кто их сюда притащил?» «Батя, ты чего кричишь?» Зашел в сарай Артем. «Ты? Это ты их вернул?» «Я? Я вообще не знал, где они. Ты же сказал, у магазина». Оба переглянулись. Николай замер. А вдруг он и правда их не относил? Или кто-то принес обратно? Может, Анна Николаевна пожалела? Предположил Артем. Николай промолчал. Ночью Николай вышел покурить. У забора стояли Анна и Валентина, тихо беседовали. «Валя, представляешь, Мурка умница. Коля котят выкинул, а она ночью всех 5 по одному домой притащила», — шептала Анна. «Не может быть». Удивилась соседка. Видела своими глазами. Сидела ночью с зубом, в окно глядела. Она, туда-сюда, одного за другим. Вот так номера Коля хоть знает? А с чего бы? Он ведь спал, как убитый. А с утра, поди, сыну на уши навешал, мол, кто-то из соседей подкинул. Николай стоял по ту сторону забора и чувствовал, как в темноте горят уши. «Умная все-таки у него кошка», — сказала Валентина с уважением. «Чует, дети — это главное. А ее хозяин, ну, что с мужиков взять? Лишь бы без напряга и мороки». «Да что уж там», — отмахнулась Анна. Сын его приезжал. Слыхала, как ругались. Наверняка тоже из-за котят. И правильно. Кивнула Валентина. Пора бы отцу совесть пошевелить. Николай затушил окурок и медленно побрел домой. Утро за завтраком выдалось тяжелым. Артем хмурился, ковыряя ложкой в тарелке. «Батя», — начал он, не глядя на отца, — «прости, что вчера вспылил». «Да ладно», — махнул рукой Николай. «С кем не бывает». «Нет», — упрямо сказал Артем, откладывая ложку. «Не хочу, ладно. Вчера я многое про себя понял. Мы с тобой, мы ведь одинаковые. Это как понимать? А так. Жена мне вчера в лоб заявила, либо я становлюсь отцом, либо она уходит. Все из-за сына. Я, как ты, не хочу его в секцию отдавать. Расходы, хлопоты, некогда, а потом ловлю себя на твоих же словах». Николай сглотнул. Где-то внутри что-то кольнуло. «И что ты решил?» «Пока думаю», — Артем встал. «Но вот гляжу на себя и понимаю, как с теми котятами. Как только неудобно, избавься. Упростил и живи спокойно». Он пошел к выходу, но остановился. «Ты помнишь, как я котенка принес, когда мне было 7? Нашел на улице, прижал к груди, нес домой с таким счастьем, а ты? Убери, не до этого». И я, ревущий, понес его обратно. И всю ночь потом,
в подушку. Николай сидел, сцепив руки, и чувствовал, как сжимается что-то в груди. «Сынок, я ведь тогда не ведал или не хотел ведать», — тихо ответил Артем. «А теперь я также сына воспитываю. Дорого. Некогда. Потом. Амурка. Она не бросила. Всю ночь таскала, по одному, домой. Потому что знала, что детей не бросают. Он вышел, оставив отца наедине с самим собой. Этой ночью Николай не сомкнул глаз. В голове снова и снова крутилось. Мальчишка с котенком, слезы в подушку, его собственное равнодушие он вспоминал и не мог понять, как тогда не увидел самого главного. Думал, что сын стал самостоятельным, замкнулся, и даже радовался этому. А ведь это он, Николай, просто не захотел услышать. Он встал, подошел к окну, где небо начинало светлеть. И ради чего я тогда вынес котят? Неужели жалко стало немного заботы? А Мурка ночью все в пятерых принесла. Сама. Без жалоб. Потому что для нее это были дети. И вдруг Николай почувствовал, как слезы катятся по щекам. Впервые за много лет. Утром он пошел с молоком, как обычно. Котята мяукали, толпились у миски. А Мурки нет. «Мурка!» — позвал он. «Эй, ты где?» Обошел сарай, чердак, двор, нигде. Тревога росла. «Батя, что случилось?» Выскочил Артем. Кошка пропала. С утра нигде нет, раньше бы Николай только рукой махнул. А теперь внутри все сжималось от страха. Может, гуляет. Осторожно предположил сын. Не гуляет она. От котят не отходит ни на шаг. Они вдвоем обошли соседей, заглянули на огороды, в амбары. Нет, не видели, отвечали им. А в глазах читался вопрос. Неужели это тот самый Федорыч так переживает из-за кошки? Но Николаю уже было все равно, что подумают. Важно было одно — найти Мурку. После обеда в калитку постучали. «Анна Николаевна». «Коля, я слышала, кошка пропала». «Пропала, как сквозь землю провалилась, я объявление распечатаю. Повесим по деревне. Народ, глядишь, поможет». Николай удивился. Анна предлагает помощь. Ему, тому самому, кто котят бросил? «Да не стоит вам, стоит», — твердо сказала она. «Мурка хорошая. Не можем мы вот так взять и забыть». Артем все слышал и невольно смотрел на отца по-новому. Неужели он и вправду стал другим? На следующее утро Николай кормил котят, когда услышал тихое мурлыканье. Обернулся, на пороге стояла Мурка. Вся в грязи, с исцарапанной мордой, но живая. «Родная моя!» Воскликнул он и опустился на колени. «Где же ты пропадала?» Кошка подошла, уткнулась в его ногу и тихо замурлыкала. Через несколько дней Артем собирался уезжать. «Батя, я поговорил с Леной. Сказал, что Димку записываю в секцию. И собаку мы заведем. Назовем, пусть будет верной. Мечта детства, как-никак». «Молодец, сын», — кивнул Николай. «А я одного котенка оставлю. Черныша. Остальных Анна поможет пристроить, договорились уже». Артем подошел и крепко обнял отца. «Спасибо тебе. И за котят. И за все». Николай вздохнул, погладил Черныша, который уже спал на подоконнике. «Это я спасибо говорю.
Вам всем. И Мурке. За то, что вернули меня к жизни. Теперь Артем с семьей приезжают в деревню часто. С ними и их лабрадор Верный. А Николай с Анной Николаевной вместе пьют чай, смеются и обсуждают, кто и где нашел новых хозяев для котят. Потому что семья — это не удобство и не отсутствие хлопот. Семья — это когда не бросают. Никогда. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!